После очередной ссоры с женой я вышел на балкон. Боги, как же она ревнива. Я закурил сигарету, чтобы хоть как-то расслабиться, и, облокотившись на перила, стал вглядываться в заброшенную двухэтажку царских времен. Старая, наполовину разрушенная от времени, с частично сорванной крышей, стояла как величественное и молчаливое послание из прошлого. На ее месте хотели построить жилой дом. Нагнали строителей, технику, но что-то пошло не так. То техника не хотела работать, или рабочие слышали какие-то жуткие звуки, доносящиеся из-под бетонного пола. Стройка прекратилась после того, как один из строителей потерял рассудок. Он бегал по стройке с перекошенным от страха лицом, толкал рабочих, кричал, чтобы они уходили. Потом вылез на крышу и столкнул одного из работников вниз, а сам, упав на колени, достал из кармана канцелярский нож и перерезал сначала запястье, а потом и шею. Все, кто был на строительной площадке, в ужасе разбежались. Я докурил и уже собрался идти в квартиру мириться с женой, как вдруг в одном из окон старого здания зажегся слабый огонек. Свет становился все ярче, и в комнату со старой керосиновой лампой вошли 4 человека. Они были похожи на монахов, но одежды были на них полностью черные, с вышитыми на них белыми перевернутыми крестами. Поставив лампу в центр, они сели вокруг и, взявшись за руки, начали читать какой-то стих, покачиваясь как в трансе. Они говорили на непонятном языке, все громче и громче. Затем вскочили и в выступлении стали кружиться в танце. Я слышал их слова, не ушами, они звучали у меня в голове. Постепенно я начал понимать смысл. Они звали меня к себе. Это ритуал посвящения. Нужно только отречься от всего мирского, и откроются все тайны мира. Я услышал голос. Если жена не приносит радости, избавься от жены. В нашем царстве у тебя будет много жен. Приди к нам. Я стоял на балконе, пел вместе с монахами и танцевал этот жуткий ритуальный танец. Затем остановился. В тот миг я все для себя решил. Открыв дверь, я быстро прошел через гостиную на кухню. Достал из раковины большой нож для разделки мяса. Жена сидела в кресле, смотрела кулинарное шоу. Первый мой удар скосился, и вместо шеи я рубанул в плечо. Она отскочила от меня. Лицо, полное гнева, сначала сменилось на удивленное, а затем испуганное. Глаза были широко раскрыты. Она держалась рукой за плечо, а между пальцами текли струйки крови. Рубанув еще раз, я глубоко рассек ей руку. Крови становилось все больше. Ее тело начало слабеть. Я схватил ее за волосы и начал резать горло, пока ее голова не осталась у меня в руках. Тогда я откинул ее в сторону, а сам сел сверху, раздвинул грудную клетку и достал сердце из груди. Обулся, вышел на улицу, затем вошел в старый дом и, поднявшись к монахам, передал им сердце. Они с трепетом приняли от меня этот дар. Передавая его по кругу, они откусывали по кусочку, пока не осталось маленькой кровавой лужицы. Они обняли меня как брата и потянули за собой вглубь этого проклятого дома.